тот ясный ноябрьский день 1961 года экипаж греческого грузового судна «Тео» совершал обычный рейс в водах Багамских островов, когда второй помощник капитана Николаос Спачидакис заметил в бинокль нечто необычное. В бескрайнем океане среди бесконечной синевы дрейфовал крошечный плот. То, что команда увидела, приблизившись к нему, заставило даже видавших виды моряков затаить дыхание. На маленьком пробковом плоту, едва держась за жизнь, лежала светловолосая девочка. Ее кожа была обожжена палящим солнцем до волдырей, губы потрескались от жажды, а температура тела достигала опасных 40 градусов по Цельсию. Но она все еще дышала. 11-летняя Терри Джо Дюпрал провела в открытом океане почти 4 суток без еды и воды, став свидетельницей и жертвой одного из самых шокирующих преступлений того времени. Один из членов экипажа успел сделать фотографию этого момента. Маленькая фигурка на фоне бескрайнего океана. Снимок, который вскоре облетит первые полосы газет по всему миру. А началось все как обычное семейное путешествие. Доктор Артур Дюпрал, успешный офтальмолог из Грин-Бэй, Висконсин, давно мечтал показать своей семье красоту Багамских островов. Вместе с 38-летней женой Джин и 3 детьми, 14-летним Брайаном, 11-летней Терри Джо и 7-летней Рене, они долго копили деньги на это путешествие. Наконец, они арендовали роскошную 18-метровую яхту «Блюбелл». Капитаном судна стал Джулиан Харви, 44-летний ветеран войны, который, казалось, идеально подходил для этой роли. С ним была его новая жена, Мэри Дин, на которой он женился всего 4 месяца назад. Первые дни путешествия были похожи на сказку. Семья наслаждалась подводным плаванием у острова Грейт-Абако, собирала разноцветные ракушки на белоснежных пляжах. Доктор Дюпрал даже поделился своими планами с местным комиссаром. Они собирались вернуться на Рождество. Никто не мог предположить, что за добродушной улыбкой капитана Харви скрывается чудовище. За его плечами было уже 5 браков, и каждая из его жен погибала при загадочных обстоятельствах. Его яхты и катера, всегда застрахованные на внушительные суммы, имели странную привычку идти ко дну, а сам Харви каждый раз чудом спасался и получал страховые выплаты. Вечером 12 ноября маленькая Терри Джо легла спать в своей каюте пораньше. Тогда она еще не догадывалась, что эта случайность спасет ей жизнь. Посреди ночи ее разбудили душераздирающие крики брата. «Помоги, папочка, помоги!» Почти 50 лет спустя в интервью Fox News она вспоминала. Это был такой крик, когда сразу понимаешь, происходит что-то ужасное. Как позже выяснилось, капитан Харви выбрал именно эту ночь для осуществления своего чудовищного плана. Сначала он убил свою новую жену Мэри, женщину, на которую совсем недавно оформил крупный страховой полис. Он планировал выбросить тело за борт и заявить, что она случайно упала в море. Но доктор Дюпрал случайно стал свидетелем убийства. Когда он попытался вмешаться, Харви убил и его. На крики прибежали остальные члены семьи, и убийца не мог оставить свидетелей в живых. Когда перепуганная Терри Джо поднялась на палубу, она увидела кошмарную картину. Ее мать и брат лежали в луже крови. Харви грубо столкнул девочку обратно в каюту, где она съежилась от страха на своей койке. Вскоре она почувствовала, что что-то не так, вода начала заполнять помещение. Харви намеренно открыл Кингстоны, чтобы затопить яхту и скрыть следы своего преступления. В последний момент Харви бросил девочке веревку от спасательной шлюпки, но, как позже выяснил друг Терри Джо, Ричард Логан, это было не проявление милосердия. Увидев девочку на палубе, он понял,
Боже мой, есть шанс, что она выживет. Ее обязательно нужно было убить, рассказывал Логан. Харви собирался убить девочку, когда она будет держаться за веревку, но Терри Джо инстинктивно отпустила трос. В полной темноте, борясь с волнами и собственным страхом, она сумела отвязать небольшой пробковый плот прямо перед тем, как Блюбелл исчезла под волнами. Одетая лишь в легкую блузку и розовые брюки, она оказалась одна посреди океана. В этот момент началась настоящая борьба за выживание. Первая ночь была самой страшной. Волны перехлестывали через крошечный плот, промочив Терри до нитки. Соленая вода разъедала кожу, а холодный ветер пронизывал насквозь. Она не знала, в каком направлении плывет, и пыталась держаться за почти невесомый пробковый плот, который был ее единственным шансом на спасение. Когда взошло солнце, пришла новая проблема – жажда. Вода была везде вокруг, но пить ее было нельзя. Губы покрылись соленой коркой и начали трескаться. Терри пыталась смачивать их, но соленая вода только усиливала жажду. К полудню палящее солнце превратило плот в раскаленную сковородку. Не имея никакой защиты от солнца, девочка чувствовала, как ее кожа начинает гореть. Чтобы хоть как-то спастись от жары, она периодически свешивала ноги в воду. Это помогало охладиться, но каждый раз, когда она смотрела в темную глубину океана, ее охватывал ужас. Что скрывается там, под поверхностью? Однажды она заметила плавник, мелькнувший неподалеку, и ее сердце едва не остановилось. Но это оказались не акулы, а дельфины. Они кружили вокруг плота несколько часов, словно охраняя ее. Ночью температура резко падала, и Терри начинала дрожать. Чтобы согреться, она пыталась двигаться, но любое резкое движение грозило перевернуть ненадежный плот. Она научилась перемещать вес очень осторожно, балансируя на крошечной поверхности. Звезды над головой были единственными ее спутниками в эти долгие часы. К исходу второго дня голод стал невыносимым. Желудок сводило болезненными спазмами. Она видела, как мимо проплывали небольшие рыбки, но поймать их не было никакой возможности. Время от времени она замечала проплывающие обломки водорослей и мечтала, что среди них может оказаться что-то съедобное, но они всегда были вне досягаемости. На третий день начались галлюцинации. Измученный мозг играл с ней злые шутки. Ей казалось, что она слышит голоса родителей, зовущих ее по имени. Вдалеке мерещились острова, но когда она пыталась грести к ним руками, они растворялись в воздухе. Однажды она была уверена, что видит корабль на горизонте, и даже пыталась кричать, но ее пересохшее горло не могло издать ни звука. Но хуже всего были моменты полного штиля, когда океан становился гладким, как стекло, а солнце превращало мир в раскаленную пустыню. В такие моменты время словно останавливалось. Не было ни движения, ни звука, только бесконечная синева вокруг. Терри начинала сомневаться, существует ли еще мир за пределами этого водного плена. За 3 дня до ее спасения Харви уже был найден в спасательной шлюпке вместе с телом маленькой Рене. Он рассказал властям драматическую историю о внезапном шторме и пожаре на борту, о том, как героически пытался спасти пассажиров, как нашел тело девочки в воде и безуспешно пытался ее реанимировать. Все поверили бравому капитану, ветерану войны с якобы безупречной репутацией. Когда Терри Джо наконец подняли на борт Тео, она была настолько слаба, что не могла стоять. Кожа покрылась волдырями от солнечных ожогов, губы потрескались до крови, а одежда стала жесткой от соли. Температура ее тела достигла опасных 40 градусов по Цельсию. Врачи позже сказали, что еще несколько часов в океане, и она бы не выжила. В больнице Майами Терри Джо провела неделю,
восстанавливаясь от тяжелого обезвоживания и солнечных ожогов. Только через 7 дней после спасения полиция смогла поговорить с храброй девочкой, и правда о той ужасной ночи наконец вышла наружу. А Харви в это время находился в мотеле во Флориде. Когда новость о спасении Терри Джо достигла берега, он услышал об этом по радио. Убийца побледнел и, заикаясь, пробормотал: «Боже мой! Это просто замечательно!» На следующий день его нашли мертвым в ванной своего номера. Он перерезал себе горло. Расследование раскрыло шокирующую картину преступлений Харви. Выяснилось, что он чудом избежал обвинений в смерти одной из своих предыдущих жен в автокатастрофе. Его яхты и катера имели подозрительную тенденцию тонуть, принося солидные страховые выплаты. Но в этот раз его план дал трещину. Он не учел силу духа маленькой девочки. В память о семье Дюпрал в мемориальном парке Форт Говард в Висконсине установили памятную доску. На ней высечены слова: «В память о семье Артура Дюпрала, потерянных у Багамских островов 12 ноября 1961 года. Они обрели их в сердцах своих близких, навсегда поселившись с тем, кто есть вечная жизнь. Блаженны чистые сердцем, ибо они узрят Бога». Долгие годы Терри Джо хранила молчание о пережитом кошмаре. Только в 1980-х годах она начала делиться своей историей с близкими друзьями. Это привело ее к психологической помощи и в конечном итоге к написанию книги «Одинокая», осиротевшая в океане в соавторстве с Ричардом Логаном. Почти 50 лет спустя, во время презентации книги, произошло нечто удивительное. В прошлом месяце мы раздавали книги, рассказывала она в интервью, и некоторые из моих учителей, с которыми я работала 49 лет назад, пришли просто, чтобы убедиться, что со мной все в порядке. Они сказали, что сожалеют о том, что не могли поговорить со мной и помочь раньше. В те годы им говорили делать вид, что ничего не произошло. Этот опыт навсегда изменил ее отношение к жизни. Когда ты проводишь 4 дня наедине с океаном, ты либо сломаешься, либо станешь сильнее, говорила она позже. Я научилась никогда не сдаваться, даже когда кажется, что надежды уже нет, потому что надежда всегда есть, просто иногда она приходит оттуда, откуда ты совсем не ждешь. Сегодня Терри Джо, теперь известная как Терре Фассбендер, продолжает работать с водой, несмотря на пережитый кошмар. «Я никогда не боялась», — говорит она. «Я была ребенком, который жил на свежем воздухе, и я люблю воду. У меня была сильная вера. Я верила в Бога и молилась, чтобы Он помог мне. И я просто плыла по течению». Ее история стала символом невероятной силы человеческого духа и воли к жизни. «Я всегда верила, что была спасена не просто так», — говорит она, «но мне потребовалось 50 лет, чтобы набраться сил и своей историей дать другим людям надежду». А где-то в темных водах Багамских островов все еще покоится Блю-Белле, молчаливый свидетель одной из самых невероятных историй выживания и разоблачения жестокого преступления в истории мореплавания.